Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я решила пораскрашивать в кошках. Здесь мы с Оксаной по порядку раскрашиваем. Ссылка на канал Оксаны под видео и в конечной заставке. В этом месяце вот это у нас иллюстрация. Я сейчас чередую: один месяц серым крашу, второй месяц там коричневым, ну и так далее. Прошу прощения. Я взяла все 5 фломастеров Икеа, разложила их от темного к светлому. Ну вот этот вот, да, как мы знаем, он не самый светлый, поэтому порядок такой. Я уже сделала контур, чтобы пораскрашивать на камеру. Обычно я эту раскраску задействую в самом начале месяца, но в этот раз как-то вот только-только дошли до нее руки. Посмотрим, что получится. Хотя, в принципе, в основном я всегда эти фломастеры использую. Когда коричневые, могу что-то и другое взять. Но, в общем, я так подумала, будет уже удобно сразу взять фломастеры одной марки. Не переключайтесь, оставайтесь со мной. Ну вот, забавно этими фломастерами раскрашивать. Они так не полосят. И хорошо, что можно такую большую площадь захватывать сразу. Ну и мелкие детальки тоже хорошо красить. Возможно даже, что эту иллюстрацию я как-то быстро раскрашу, ну или хотя бы большая часть продвинется побыстрее. Вот. Ну, здесь вот много этих больших кружочков, так что сейчас я их заполню по максимуму. Уже так с глаз начала, уже интересно. Мне еще нравится, что они такие мягкие фломастеры и бумагу не цепляют. Это здорово. Ну вот сначала, когда она у меня появилась, эта раскраска, я, конечно, была просто в шоке от ее размеров. Но, наверное, я понимаю, что если бы была такая раскраска маленькая, вот я не уверена, что было бы очень удобно ее раскрашивать. Хотя, может, я ошибаюсь. Но просто даже тут есть такие мелкие кружочки. А там, наверное, еще мельче. Сложно сказать, конечно. Но, да, ее как бы с собой не возьмешь никуда. То есть, если, например, цветовой квест еще помещается, например, в рюкзак, то есть я могу с собой взять в поездку, то этот у меня точно не поместится. Ну я, правда, и не собираюсь его брать. Я так сейчас задумываюсь, что именно буду брать. Ну, мне кажется, что я возьму... Я люблю раскрашивать фламинго, то, что мне Виолетта дарила, потому что такая прям летняя тематика, и там есть что, например, карандашами пораскрашивать, еще что-то. И в сумку поместится. И я пока... Она у меня в планах, но я ее так и не раскрасила пока в этом месяце. Я еще пораскрашивала. Ну и сейчас отложу раскраску. Буду ее потихоньку красить. Время еще есть. Можно не спешить. А сейчас я хочу пораскрашивать медитативную сотворель. Я очень давно ее не раскрашивала, потому что когда она у меня только появилась, мне вообще не терпелось купить ее. И я
постоянно, каждый месяц что-то раскрашивала, и было дело не по одной иллюстрации. Она у меня, кстати, так неплохо, в общем-то, заполнена. Я ее и в поездке брала. Надо по ней трекер сделать, потому что интересно, сколько здесь раскрашено. А вот я как раз в поезде раскрашивала. Я единственное только не писала год, вот что-то такое. Но тут я ехала в Питер в поезде «Ласточка». Ну и вот 20:42 начала раскрашивать. Ну и в 22:07, получается, закончила. Ну, не до конца. И потом на озере, судя по записям, вот, пораскрашивала и доделала ее. Ну, я иногда тут делала такие записи, не везде, конечно же. Тут еще что-то в поезде было раскрашено. Тут вот просто дата стоит. Какое 3 ноября. Ну, что, забавно так повспоминать. В общем, как вы поняли по закладке, я буду раскрашивать эту иллюстрацию. Что-то она у меня как-то разваливается. Вот. Не поняла, почему. Ну, ладно. Сначала я подумала, что буду любимыми фломастерами каждый день, которые раскрашивать. Но сейчас подумала, наверное, возьму, может быть, вот эти из Fix Price, или же подберу какие-нибудь Ашан с птичкой, которые везде протекают. В теории мне бы хотелось ее раскрасить от темного к светлому, ну, допустим, только синими или там, ну, как-то так. Может быть, я, в общем-то, это и осуществлю. Сейчас посмотрим. Но в любом случае, процесс я обязательно вам покажу. Так что оставайтесь со мной, не переключайтесь. Вообще, по итогу я выбрала Мазари брашпены. Пусть они и не самые мои любимые, но с другой стороны тут кисточка, будет удобно, и как-то максимальное количество цветов. Хотя я тут вот сделала выкраску, они прям не сильно отличаются, но опять же будет интересно попробовать, как оно получится. Ну что ж, приступим. О, я начала светлым. Я ж хотела от темного к светлому идти, а не наоборот. Но у меня, видимо, сильна вот эта привычка от светлого к темному. И я как-то схватила и пошла раскрашивать. Ладно, не страшно. Ну, так, почему бы и нет. Вот сейчас главное не напутать вот здесь вот. Ну, вроде я уже так разобралась, что к чему. Но вот кисточкой сложновато, конечно. Вот вроде и тоненькая она, и казалось бы идеально вот эти вот всю эту мелкотню прорисовывать. Но что-то не знаю. Так и норовлю за контур выйти. И дело не в том, что вот на камеру, не на камеру, а вот само по себе так. Но зато разнообразие цветов, и они лежать просто все это так не будет. Не знаю, действительно как-то вот давно я не раскрашивала здесь. Хотя я так вот периодически, когда выбираешь какую-то раскраску с той же полки, попадается она мне на глаза, думаю, надо пораскрашивать, а потом как-то потом один месяц закончился, другой месяц закончился, а раскраска стоит. Ну, а пока мне нравится, как получается. Ну, по крайней мере, неплохо, это точно.
И все-таки процесс движется. Хорошо, когда раскраски не просто так стоят, а когда их используешь по прямому назначению. И в том числе по их смыслу. Ну, хотя вот что касается всяких там антистрессов, наверное, да, частично как-то помогает отвлечься, но я не могу сказать, что полностью. Очень редко мне так удается совсем отключиться. А вот и моя мандала. Несмотря на то, что все пошло чуть-чуть не по плану, так сказать, наоборот, в целом мне понравилось. Единственное, что вот мазари, конечно, они, как по мне, идеально подходят для великолепной книги раскраски. Там мне ими просто супер удобно раскрашивать, они там не протекают ничего. Вот, а здесь мне было тяжело не заехать за контур. Даже когда я раскрашивала за кадром, было проблематично. Но не знаю, я, может быть, все равно еще как-нибудь пару-тройку мандал раскрашу этими маркерами, потому что сколько там у меня? 5 лотков этих маркеров, и все-таки их надо как-то использовать. И вот тут на самом деле еще много чего есть пораскрашивать, и детальки мелкие, но смотрите, сколько у меня заполнено. Я так понимаю, еще чуть-чуть, и можно будет ее закончить. Это посмотрим. Я как бы такой цели не ставлю. С обратной стороны, да, в общем-то, как бы где-то протекло, где-то просвечивает. Но это не критично. Я думаю, что здесь я все-таки проклею на всякий случай. Мне не очень хочется, чтобы у меня здесь все это развалилось, еще что-то. А тут вот явно как-то на грани и вот эта вот часть. Поэтому это все нужно поправить. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И заходите в мой инстаграм _рыжие_8. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, пока-пока.